В общем, появилась необходимость откалибровать подвеску. Это может происходить после разных манипуляций, допустим, замена рычагов, каких-то других элементов подвески и так далее. Чтобы откалибровать подвеску, нам нужен тулбокс и ровная поверхность. Ровной поверхности у меня, к сожалению, нет абсолютно ровного идеального пола, поэтому я поставил 4 постамента, отбил их лазерным уровнем, чтобы они были идеально ровные, идеально в горизонте, и на них поставил машину. То есть 4 постамента, идеально отбиты уровнем по горизонту. И теперь от контрольных точек на подрамнике, в общем, в мануале есть эти контрольные точки с расстоянием, которое должно быть там. Мы замеряем расстояние, вводим эти данные в тулбокс, оно калибрует подвеску. В общем, сейчас я покажу, где именно эти контрольные точки, и введу данные в тулбокс и попробую откалибровать. Я уже один круг откалибровал, в принципе получилось, уже подвеска в допусках. Но я вот ради эксперимента сделал еще один круг калибровки. То есть сзади у нас контрольная точка. Это у нас контрольная точка, это вот этот вот болт. Я беру рулеточку, ставлю ее к этому болту и... Вот я беру рулеточку, упираю в этот контрольный болт, и вот видно на рулетке расстояние 147 миллиметров. То есть у меня от контрольной точки до идеального пола 147 миллиметров. Тут значение вообще должно быть 144 миллиметра плюс-минус 5 миллиметров допуск. То есть у нас вот здесь, на этой точке в допусках. То же самое мы можем сделать здесь. Контрольная точка у нас это вот этот вот болт, который держит батарею. Не знаю, видно его, не видно, неудобно показать. Но, в общем, вот этот вот болт, который крепит батарею. Вот от него до идеальной поверхности должно быть 213 миллиметров плюс-минус 5 миллиметров. Здесь у меня тоже в допусках. Так, мы замерили все контрольные точки. Садимся в автомобиль. Подключаем тулбокс. Важно, нужно закрыть все двери и багажник, потому что при открытых дверях либо багажнике система не дает подвеске опускаться, вернее, подниматься дает, а опускаться не дает. Но, во всяком случае, в моей прошивке так, не знаю, как на других автомобилях. Дальше. Наше зажигание должно быть включено, чтобы мы могли опускать, поднимать подвеску. Мы сделаем вручную цикл. Допустим, сейчас подниму вверх. Машина поднимается вверх. Теперь опущу в стандарт. Не в лоу, в стандарт. Так, машина в стандарт. Ну, ради чистоты сделаю еще разок. Подниму ее в хай. И теперь переведу в стандарт и верну. Чтобы она стала в свое положение, потому что основное время машина ездит в стандарте, и в стандарте все углы должны быть правильные, высота подвески должна быть правильной, поэтому в стандарте делается развал, схождение, как бы все в этом положении подвески. Дальше. У нас подключен тулбокс. Вот он тулбокс. В тулбокс есть такая вкладка, называется Air Suspension, воздушная подвеска. В этой вкладке есть вот такие панели. Есть, допустим, панель Air Suspension Leveling. Ты можешь поднимать, переводить разные положения, видно данные от датчика. И можешь выбрать вкладку Air Suspension Calibration. То есть здесь написано вот поэтапно, как нужно все это делать. Первое, нужно проверить радиус наших колес, ввести корректное значение, потом сделать цикл в high и стандарт обратно, потом ввести замеры наши от контрольных точек до пола, отправить эти, оно send calibration to car, то есть она начнет калиброваться, сделать еще один цикл, еще заново промерить контрольных точек. И если, допустим, они будут в допусках, то можно будет нажать финиш. Если нет, то дальше продолжать калибровать. Ну вот мы попробуем. Я уже один круг калибровки сделал. Сейчас сделаю еще один. Нажимаем play. Запускаем процесс. Он просит мне подтвердить колеса у нас 19-й турбины. Сейчас он сделает цикл, поднимет в high и вернет в стандарт. Это происходит с небольшой задержкой, все, не знаю, так должно быть или это у меня так. Ну, в общем, нужно немного подождать. Вот теперь вот машина поднимается. Сейчас она переведется в high. Вот она перевелась.
И сейчас она обратно опустится в стандарт, то есть сделает цикл. Машина опускается. Опускается автомобиль, все, есть стандарт. Цикл прошел, теперь он меня попросит ввести данные замеры. Я сделал еще один раз промер и ввожу теперь данные. У меня слева спереди 216 миллиметров. Справа спереди у меня 218 миллиметров. Слева сзади у меня 144 миллиметра. И справа сзади у меня 148 миллиметров. В принципе, все эти данные в допусках. У нас спереди должно быть 213,5 плюс-минус 5 миллиметров допуск, а сзади 144 плюс-минус 5 миллиметров допуск. То есть, в принципе, у меня все эти замеры в допусках. Ну, я как бы нажму commit. Так. Сейчас он сделает еще раз цикл. То есть поднимет ее в high и вернет в стандарт. Так, возвращает в стандарт. Так, вернул машину в стандарт. Теперь он попросит меня еще раз ввести данные, еще раз промерить. Сейчас я пойду еще раз контрольный раз промерю. Так, я произвел следующие замеры после первого круга и ввожу теперь данные. То есть у нас теперь спереди слева 213 миллиметров, а это как раз четко значение, которое нужно. Справа у нас 216 миллиметров. Спереди, справа 216. Тоже в допуске. Слева, сзади у меня 141. Тоже в допуске должно быть 144. Нормально. И справа у меня 144 миллиметра. Это как раз то, что нужно. Теперь я нажимаю кнопочку Commit с всеми данными. Ну и в принципе все окей. Финиш. Я думаю, если бы у меня значения были здесь неправильно, оно бы не дало мне закончить. И кнопку финиш была бы недоступна. Ну, я так думаю. Все, нажимаем финиш. И калибровочка наша закончена. Можно, в принципе, еще раз погонять его вверх-вниз. И еще раз перемерить для успокоения души. В общем, теперь можно ехать смело на развал, делать развал. Подвеска откалибрована. Спасибо Toolbox.